Здравствуйте, уважаемые пиромантики, Прометеи, хранители огня, повелители пламени. Причин для модификации отверстия форсунки всего лишь две. Это если со временем ее отверстие стало чуть больше, то есть растертая форсунка из-за использования прочистки, или же ее геометрия исказилась. Тогда ее нужно починить. И второе, это перевод вашего примуса с бензина на керосин или наоборот. О том, как это сделать при помощи игл для шприца, а также о некоторых лайфхаках в следующие несколько минут. Наиболее типичные диаметры известны. Это если говорить о наиболее распространенных примусах, типа там шмелей, ПТшек или рекордов. И то есть о горелках мощностью примерно 2-3 киловатта, ну плюс-минус современных мультитопливниках, потому что горелки бывают и большей мощности, естественно отверстия в форсунках таких горелок будет больше. Определившись с необходимым диаметром, идем в Википедию и находим калибр иглы, который нам нужен. И очень удачно, что наиболее подходящие для примусных целей калибры это 23 и 25. Наиболее распространены и доступны в аптеках. А обойдя 3-5 аптек, то можно вообще собрать всю линейку от 20 до 30 калибров для последующего изготовления телескопа, но об этом чуть позже. Хорошая новость в том, что для рассверливания форсунки вам не нужны никакие специальные сверла, мелкие, там высокоточные станки и прочая оснастка. Делать это можно самой той иглой, которую вы соберетесь впаивать. Вначале лучше засверлиться иглой меньшего диаметра, на 1 калибр больше, чем та, которую вы соберетесь впаять. А потом уже, так сказать, рабочим калибром слегка расширить верхнюю часть форсунки, не рассверливая ее насквозь. Но даже если у вас в распоряжении только одна единственная игла, которую вы соберетесь впаять, и вы ею просверлили форсунку насквозь, ничего страшного не случилось. Продолжаем дальше. Тонкая, однако, работа. У большинства популярных примусов, там шмели, ПТшки там и прочее, внутренний конус внутри форсунки там то ли 60, то ли 90 градусов. Но конус на стержне вам не обязательно делать точно, можно сделать его на глаз чуть острее и просто проверить, что след от него остается внутри, в непосредственной близи вокруг отверстия форсунки.
Для некоторых газовых плиток, форсунки которых заведомо не нагреваются во время работы, все процедуры по запаиванию иглы в форсунку совершенно аналогичны и даже проще, потому что сверлить удобней форсунку, не снимая ее с горелки, и можно не беспокоиться о том, что она будет просверлена насквозь. Кроме того, пайка выполняется легкоплавким припоем и не требует сильного нагрева. Но нагревайте очень осторожно, потому что латунь на форсунках китайских горелок очень легкоплавкая, почти как оловянно-свинцовый припой. Возможна ситуация, когда отверстие в форсунке оказалось значительно больше иглы, которую вы собираетесь туда впаять. Тогда просто нужно выбрать несколько, там пару или больше игл, которые входят друг в дружку, и по принципу матрешки собрать их одна в другую. Ну, либо еще это называется телескоп. В большинстве случаев желательно сделать луночку. Вручную буквально пару оборотов любым подходящим мелким сверлом. Но делать ее не глубокой и с осторожностью, потому что толщина металла в этом месте обычно очень невелика. Прочистка. Влево перекрывает. Еще дымок идет. Масло из сальника выгорает. И вправо перекрывает. Третья причина, почему стоит перепаять форсунку иглой медицинской, это то, что с нержавеющей вставкой ваша форсунка становится практически вечной, не подверженной влиянию времени. И, кстати, о времени. Поздравляю всех с 2021 годом. Желаю, чтобы горячие головы были только у наших примусов, а высокое давление только в бачке.
ну или местами иногда по желанию. 21 год 21 века, это же двойной выигрыш получается. Поэтому желаю вам самых невероятных удач в двойном размере. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы и до следующих встреч. Mm-hmm.